Итак, в общем, в первый раз, когда я записывал ролик, у меня не получилось записать звук в игре, потому что он в настройках был очень тихим. Иногда, может быть, вы можете услышать звуки выстрелов. Ну и поэтому ничего я практически вырезать из этого ролика не стал. Может быть, чуть-чуть подмонтировал. Ну, наслаждайтесь просмотром. Так, всем добрый день. Сейчас покажу вам свой мод, сценарий кооперативной миссии, подборку. Для этих кооперативных миссий, которые, в принципе, можно будет проходить и одному, я создал вот 3 подборки модов. Их прикреплю в описании, коллекцию. Сейчас подключена первая подборка. Вот вы можете видеть, сколько их здесь. Они все будут нужны. Они выбирались мной тщательно для того, чтобы сделать свой шутер. Грубо говоря, когда ты меня попросил сделать игру мой племянник, он еще маленький, наверное, был. Я тогда учился на ювелира и показывал ему программу ZBrush. В общем, я подумал, как я смогу сделать игру для него максимально в короткий срок. И подумал, что фреймворк в арме, то есть местный редактор, мне больше всего подходит. То есть это не арма, это проект, сделанный просто в редакторе армы. Конечно, механики все и графика будет как в арме, это понятно. Я выбрал ее, потому что мне очень нравится здесь тактика и возможность реализовывать различные игровые ситуации. То есть здесь, мне кажется, очень много механик, очень много всего, что есть в игре, не раскрыто и не используется даже на серверах. То есть я когда-то играл в последнее время, последний год или два, я, наверное, не играю на серверах. Я вот занимаюсь созданием своей подборки миссий. Ну, то есть у нее будет свой сюжет. Вот сейчас, как вы видите, отображается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это не нужно обращать внимание, это тест. 10, 11, 12, 13. 13 миссий, это тоже тест. 13 миссий плюс еще 6 миссий после 7. Я их все назвал 8. Их там 6 штук. Но они сейчас не отображаются, потому что не подключены необходимые моды для их отображения. То есть к этим миссиям еще есть 6 миссий дополнительно. Возможно, вот здесь в 9 миссиях, я их так называю, потому что мне проще ориентироваться, простил я для себя все эти названия. Но в игре названия миссий есть, возможно, они поменяются. В части роликов, где будут отображаться, звучать музыка или текст, я буду отключать звук, наверное. Вот.
чтобы не спойлерить, ну и не попасть под авторские права по музыке. Вот. Все моды, которые я использовал, они невероятно крутые. Ребята, которые сделали, большие молодцы. Я не знаю, у Армы, мне кажется, самое большое комьюнити, и как много игр полноценных выросло на ее базе. Это, мне кажется, одна из самых творческих аудиторий, самая творческая комьюнити Армы. Итак, сейчас я вам покажу кратенько, как они выглядят схематично, то есть сколько там триггеров, систем вставлено, сколько там было использовано разных скриптов. То есть вот здесь, как вы видите, уже куча триггеров. Вот это название сценария. Но это не название. Название будет чуть дальше. В общем, здесь проставлены маршрутные точки. Небольшой вот такой лагерь. Но он здесь геймплейно не будет задействован, он просто как антураж. Сейчас покажу вам, как на карте все это выглядит. Вот система разных триггеров. Маршрутные точки, триггеры. И вот, собственно, цель миссии. Первый. Она, грубо говоря, выполняет функцию экспозиции. То есть люди, не игравшие никогда в Арму и кому не нравится оригинальная кампания, ну или просто ее сложно пройти, не знаю, по каким-либо причинам вы не хотите ее проходить, можно проходить, я думаю, мои миссии и обучаться. То есть все, что я сам знаю, пока проходил игру, разные фишки в управлении, я их сюда вставил в обучение. И многие мои друзья не хотят в ней играть. Когда-то я их звал на серверах вместе побегать. Вот я один раз уговорил племянника, это было весело, правда. Я ему что-то объяснял, ну, было прикольно. Но многие не хотят просто потому, что сложно, непонятно, сложная игра. Ее недавно продавали по скидке, и я слышал, что ее купили 500 тысяч или 600 тысяч человек, и онлайн не прибавился, потому что большинство людей не хотят разбираться, наверное, они просто взяли, потому что она по скидке продается. Наверное, это может быть самым плавным входом в проект, если хотите. Так, в общем, здесь еще какой-то антураж, но по миссии вам сюда не нужно будет. Давайте запустим.
видите, а, здесь есть сразу обучение. Вот я нажал X, чтобы стабилизировать вертолет. Наверное, если вы первый раз играете в арму, лучше летать на нем так. Он, то есть, не наклонится слишком сильно вперед и не упадет. И если вы не остановите, а отпустите кнопку W, ну, то есть вперед, наклон, то он стабилизируется автоматически. Можно просто, удерживая кнопку вперед, лететь. Ну, то есть вертолет не упадет. Если вы опытный игрок в арму, можете отключить кнопку стабилизации, и вертолет будет, ну, то есть в какую сторону вы его наклоняете, сильно я не рекомендую его наклонять, туда и лететь. То есть вот вы чуть-чуть его наклонили, оставили в таком положении, он полетит дальше. Сейчас я долечу до маршрутной точки, заиграет музыка, скорее всего. Мне нужно будет на этом участке отключить звук. Ну, я, в общем, вам покажу начало. Почему такое сложное начало во всей компании? Потому что, я думаю, хоть это и максимально плавный вход в игру, наверное, все равно, чтобы ее пройти, нужно будет попотеть. Поэтому, ну, эпизодов, где нужно будет управлять какими-то летательными аппаратами, здесь будет несколько. Именно в первых 10 миссиях, насколько я помню. То есть я сделал изначально 10 миссий, ну и думал, что это все будет, типа, завершение всей этой кампании. Но потом как-то у меня были наработки какие-то, и их было слишком много, и я решил из них что-то соберу тоже. И вставлю в кампанию. Вот. Как вы видите, сработал скрипт. Заработали титры. Кирилл, вы слышали его, в самом начале офигительно озвучил роль одного из персонажей. Это один живой актер, все остальное я озвучил нейроозвучкой, ввиду того, что у меня нет студии. Но я думаю, я с своей задачей справился хорошо. И нейросети тоже. Потому что я, не на отвали записывал, я прям правил ударения. То есть они, в принципе, задачу свою выполняют, должны выполнять. Сейчас как раз я добавляю персонажей, встречающихся по ходу игры, каких-то неагрессивных, которые будут что-то рассказывать.
общем-то, вам надо будет сопроводить группу инженеров. У вас есть в подчинении 2 бойца. Советую не отставать от группы инженеров. По дороге будет еще встречаться различные рекомендации по управлению. Сейчас, я думаю, их покажу, чтобы весь этот путь не был бесполезным. Просто ходьба. Это интересно, конечно, в некоторых играх сюжетных. Я думаю, каких-нибудь типа What Remains of Edith Finch. Но не здесь. Это все-таки экшен. Вот. То есть попробовали 1 это основное оружие, 2 пистолет, 3 это пусковая установка. В общем, первую рекомендацию мы увидели, использовали. Вот также он может наклоняться, это удобно с видом от первого лица, когда вам надо выглянуть из-за какой-нибудь стеночки немножечко, ну или из-за дерева. Также вот смотрите, важная штука, удерживая Ctrl, нажимаете какую-то кнопочку у вас, чтобы поменять положение. Тут их очень много. Если вы посмотрите от третьего лица, как это выглядит, то есть он может вот так сесть, так лечь. 16 положений, по-моему, их. Ну и это также удобно при выглядывании из-за угла. Вот. Инженеры эти убежали уже куда-то, но мы видим, в принципе, маркер задания, и мы пойдем пешком на него. В принципе, мы не потеряемся. Мы знаем, куда идти. Изначально его не было. Вот быстрая смена положения, например, X, Z. X присесть, Z лечь. Вот. Как мы видим, тут приминается трава, когда мы ползем. Очень клевая фишка, мне кажется. Первый раз я такую фишку видел. Правая кнопка мышки прицелиться. Видел в игре Hidden Dangerous 2. Это, наверное, по Второй мировой одна из самых интересных игр. Очень клево сделано. Удерживайте Shift при прицеливании, чтобы стрелять точнее. То есть вот вы держите Shift, и он задерживает дыхание. Так, какие-то основы движения. Управление. Наверное, пройдя даже одну миссию, вы как минимум научитесь управлять вертолетом и персонажем. Сменить бойца, то есть если этот персонаж погиб, у вас еще есть 2 в запасе, которые были подчинены, вот они где-то сзади идут. То есть, нажав U, мы можем выбрать, например, вот этого персонажа. Вот они где-то здесь. Они еще не дошли до нас. Ну, я выберу, думаю, командира, потому что им можно управлять. И отдавать команды. Нажимая кнопочку тильда, самую крайнюю под Escape, мы выводим меню управления, нажимая вот 1, Backspace 2, 3, 4, Backspace это вернуться, 5, 6, 7,
То есть мы можем выбирать различные команды. В общем, там начался замес. Я сейчас замолчу, потому что включится музыка. И, наверное, отключу на эту миссию, чтобы не спойлерить. Так, ну и покажу еще несколько миссий. Открою как минимум в редакторе. То есть после этой миссии сюда отправляется еще одна группа. Вся эта история основана на лоре Mass Effect, Half-Life, вдохновлена также творчеством Стругацких. Я у них прочитал очень много книжек, ну как много. Град обреченный, к примеру, на далекой радуге, трудно быть богом, ну и еще дьявол среди людей и какая-то книжка. Небольшая история «Малыш». Еще есть история о неком человеке, который проживает одну и ту же жизнь, и он помнит предыдущее, но он всегда живет одну и ту же жизнь, то есть он там какой-нибудь условный Василий Петрович, и он как бы живет одну и ту же жизнь, знает, с кем его сведет судьба, такая тяжелая у него жизнь, но он ее старается проживать максимально круто. По лору игры здесь были две группировки, чешская и французская. Они были как частные наняты для поддержания порядка типа. И есть также инопланетяне и зомби. Эти чуваки — это служба охраны Центра Лямбда. Центр Лямбда, мы все знаем, что это по лору игры Half-Life центр изучения различных крутых штук. Собственно, если не знаете, поиграйте в какой-нибудь Black Mesa или Half-Life 2, ну или просто в оригинальный первый Half-Life. Недавно тоже была распродажа в Steam на них, или отдавали их бесплатно. В общем, вот первая цель, такой вот домик. Здесь комбайны, противники из Half-Life. Здесь сидит главарь. Здесь я небольшую вставочку сделал. Если кто-то захочет, зайдет, посмотрит, что здесь. Если нет, просто пройдет мимо. То есть я тут никого ничем не ограничиваю. Единственное, есть маршрутные точки, как ты к ним придешь, это уже твое дело. Далее такое вот небольшое строение. Ну и тут еще одна база комбайнов. Как вы видите, я использовал ассеты из Half-Life. Почему сейчас я включил ночное видение? Потому что начинается миссия рано утром. Вот такой вот для антуража. Я взял разрушенный РЛС огромный. Мне кажется, смотрится неплохо. Вот. Далее вы будете продвигаться по этому маршруту. Тут несколько систем я настроил, чтобы появились две группы противников. Увидите каких, когда будете проходить, если заинтересуетесь. Вот. И еще парочку баз. Миссия получилась большой, когда я показывал другу, он немножечко поиграл еще в раннюю версию. Я с тех пор сильно переработал уровень.
Ну, все миссии. Но еще тогда ему понравилось. Какие-то миссии не заработали, он просто, ну, там какие-то ошибки были по поведению NPC. Он просто не стал проходить, чтобы впечатление не портить себе. Ну и правильно сделал. Я в скором времени выпущу, я думаю, все эти миссии. Ну и мы с ним с радостью, я думаю, пройдем. Компания вся эта рассчитана на кооператив, на 3 человек. Ну, вы, конечно, можете и один попробовать пройти, управляя отрядом, но я думаю, это не так уж и просто будет. Хотя, если вы опытный игрок в арму, то вполне себе можете пройти. Вот такая вот первая миссия. То есть та была нулевая, как экспозиция, это первая. Затем вторая. Я думаю, вторую я здесь как раз настраиваю персонажа, чтобы он вам что-то говорил. Я ее сейчас запущу. Я думаю, так вот она выглядит. Тоже большая миссия. Тоже много триггеров, систем. Всю эту компания делал где-то 3 года. Начинал еще на пиратке. Я никого не призываю устанавливать себе пиратские игры. Я в качестве ознакомления ее ставил, потом купил арму. И я просто иногда вечерами сидел, ковырялся, что-то интересное захотелось сделать, сделал. Сейчас запущу миссию, я думаю, часть миссии я вырежу по монтажу. Ну или звук буду отключать в моменты, когда будет говорить Кирилл, чтобы не спойлерить. Может быть, первую нулевую миссию я вам включал, это не страшно. А вот здесь не хотелось бы спойлеров. Я, наверное, с середины уже прохождения этой миссии вам буду показывать. Начало вы посмотрите этой миссии сами. Как вы видите, я сейчас управляю небольшим квадрокоптером. Здесь есть группа мародеров. Если кто-то играл в дополнение «Контакт» для армы, ну, они были вдохновлены, собственно, такими ребятами. Хотя здесь немножечко лор по-другому устроен. В общем, если будет интересно, поиграйте и разберете, кто это такие. Тут на этой карте достаточно много врагов в Припяти. В общем, сейчас вот там завязался бой. Так. Ладно, на этом, наверное, будет склейка монтажная. И уже с середины миссии я вам покажу небольшой кусочек. Как я и говорил, вот такие выглядывания из-за угла бывают очень полезными в моментах некоторых. Вот вы видите, я тут добавил зомби. Изначально я думал взять их из мода Zombie and Demons, но потом нашел как Knights
мод WebKnights, и он мне показался для моих задач более интересным. В общем, я думаю, выглядывание из-за угла можно использовать Ctrl-A или Ctrl-D, в зависимости от того, куда вам надо выглядывать. К примеру, если вам надо встать резко, то вы подходите, вот он у вас сидит, нажали X, посмотрели, никого нет вроде, ага, вот тут какая-то хэллоуинская тыква крутится, по ней попали, видимо, один раз, и она закрутилась. Так, вот наша задача. Ага. Почему здесь? Ладно, я, наверное, настраивал диалоги, поэтому здесь вот так отображается. Так, чтобы выглянуть, я думаю, мы сейчас встанем так. Теперь нажмем Ctrl-A. И, в общем-то, вот вам примерный вайп, как из Ready or Not какой-нибудь. Так, вот нашли прицельчик. О, мы смотрим видео. Есть видео со спойлерами о том, где кто находится тут. Так. Вот тут есть какая-то техника, мы ее подберем. Полару играет эта техника участников из Чехии. Все события происходят в 2006 году. Наверное, поклонникам какого-нибудь Таркова, ну и шутеров из Восточной Европе происходящих. В антураже вот в таком. Будет тоже интересно. Вот смотрите, к нам присоединилась еще одна группа. Мы ее, вот двоих участников, выбрав их на F5 и F6, прикажем им сесть в машину. Далее, ну вот вы видите обучение внизу. Надо было нажать 8, колонна, дальше нажать 1, через тильда сначала, вернуться в строй, и тогда они поедут за вами. Смотрим. CT-17, отсылочка к Half-Life 2. Вообще я бы рекомендовал, если будете играть в этот мод, пройти Black Mesa, пройти Half-Life 2, потом, собственно, этот мод, потом пройти трилогию Mass Effect, потому что тут есть часть лора из Mass Effect. Задумка в том, что если бы посещение инопланетян произошло вот таким образом, посещение, как в идее книги братьев Стругацких, «Пикник на обочине», и, собственно, это само посещение. Вот покажу вам, как работают персонажи в зданиях. Как правило, в армии в зданиях персонажи не работают. Ну, я настроил систему так примерно, чтобы они работали. Сейчас я помогу, правда, с зомбями. Ага,
Все, идем в здание. Здания, в которых будут сидеть снайпера, там будут и в общем, обычные бойцы. Как я и говорил, типа мародеров, типа таких вот чуваков, которые были в дополнении «Контакт». Мне кажется, очень интересное дополнение. Так, вот здесь есть аптечка, можно подлечиться. Арма — это реалистичный шутер, поэтому лучше выходить в здание вот так. Ох, смотрите, он взлетел. Осторожно, иначе можно быстро отлететь. Так, смотрим дальше, что тут. Ага. Так. Вроде все. И на серверах я тоже ни разу не видел, чтобы персонажи в зданиях работали нормально. И я не нашел никакой информации в интернете, как бы сделать так, чтобы персонажи в зданиях как-то их добавить, и они не просто стояли. Ну, в общем, я выдумал саму систему как-то. Она простая, как 3 рубля. Поэтому, если будет интересно, я еще заведу канал на Бусти, и там выложу все, как делал, могу все скрипты выложить, и все системы, может, у кого-то появится желание сделать какой-нибудь свой Half-Life или там Mass Effect, какой-нибудь фан-проект. Я очень люблю эту вселенную и вселенную Mass Effect. Когда-то, я помню, на презентации Mass Effect подумал, это что-то похожее на Half-Life. Вот эти одноглазые геты чем-то мне напомнили элитных комбайнов. И, в общем-то, я подумал, что эти миры близкие, поэтому можно бы их и соединить. Ну, то есть, когда видишь название какое-нибудь, типа Бэтмен против Супермена, думаешь, какая-то фигня, а смотришь, к примеру, Человек из стали, а затем, не помню, как же Зака Снайдера называется, Мстители. Напишите в комментариях, если знаете. Ну и в принципе все сценарно оправдано. И круто сценарно обыграно. Я подумал, можно сделать также и с этими 2 играми. В общем, я тут подобрал такую вот штуку и разбираюсь еще одним аванпостом. Так, тут надо быть аккуратнее, это симулятор все-таки, можно быстро отлететь. Так, ну или поменять позицию лучше, подлечиться. Тут такая есть еще команда, удобная мне именно в управлении своим отрядом. Можно дать им вот такую команду: бой сам, выбирай цель. И они будут
более-менее автономно действовать. Я еще недавно начал устанавливать Arena Breakout. Если кто-то играл, напишите в комментариях. Интересно, неинтересно. Говорят, какой-то клон Таркова. Тарков не играл, но хотел бы когда-нибудь поиграть. Также не играл в Half-Life Alyx. Тоже хотелось бы поиграть в VR-шлеме. Желательно, как и задумал разработчик, без всяких модов на игру без шлема. Я думаю, если мне надонатят за этот проект, то я смогу себе накопить на шлем и пройти в итоге Half-Life Alyx. Ну и может еще какие-то мысли появятся, и я сделаю потом еще один фан-проект в этих вселенных. Ох, тут что-то жарковато. Ладно, наверное, на этом прохождение конкретно этой миссии закончим, потому что не хочу спойлерить. Это начало только. Так вот, запущу третью еще миссию, вам покажу. По факту она четвертая. Как вы видите, я тут разное оружие использовал. Благо в армии его очень-очень-очень много. С разными обвесами, из разных дополнений. Ну, я подбирал так, чтобы они не смотрелись кринжово как-то. Я быстренько покажу, наверное, миссию. В какие-то моменты будет пропадать звук или здесь будет наложена музыка. Потому что, ну, чтобы не попасть под авторские права и не спойлерить. В общем, сейчас миссия будет с вертолетом. Вот я думаю, круто было бы еще какой-то скрипт написать и поменять расстояние камеры до машины. Ну или не написать, не знаю, где найти. Если кто знает, может скинуть тоже в комментариях инфу. В общем, такие вот штуки часто встречались, я думаю, нам в играх типа Сталкера или Метро. Поэтому я подумал добавить его. Он как ходячий мем здесь. Вот он тут говорит, я ему прицепил липсинг. Сделал озвучку. Как вы могли слышать, в принципе, работает нормально. И когда говорят персонажи, они говорят позиционно. То есть это 3D звук, скрипт 3D звука. Так. Если вы прошли, помучились немножечко и прошли нулевую миссию, то в принципе вы с этим вертолетом тоже справитесь. С его посадкой тоже справитесь. Я думаю.
Очень много всяких механик крутых в игре. Ну и я проходил когда-то сценарно-режиссерские курсы, а, даже парочку курсов. То есть сценарий я писал, опираясь на свои знания. Трейлер я еще выкачу, он тоже смонтирован, исходя из полученных знаний на этих курсах. В общем, мне кажется, очень крутая режиссура игровая в играх серии Uncharted или, к примеру, Last of Us. Это вообще очень крутое кино, мне кажется. Так, вот они к нам присоединились. Мы их типа подобрали, сделали остановку, посадку тренировочную. Вот я рекомендую для этой миссии, ну, я думаю, в обучение вставлю, нажать вот эту вкладочку Open Door, чтобы вот эти чуваки могли палить из боковых створок. Ну, как, собственно, вам и сказал персонаж Кирилл Банов. Так, вот как мы видим здесь группа зомби. Возможно, вам не так будет легко проходить, как мне, но я просто эти миссии уже прошел. Мне кажется, я тут пока тестировал, наиграл 1500 или 2000 часов в этих тестах. То есть делаешь уровень, как ты его собрал, что-то поменял, тестируешь. Делаешь уровень, что-то не работает, снова тестируешь, меняешь. В общем, это очень долгий процесс. Мне кажется, со всеми скриптами и прочими подсистемами я разбирался гораздо меньше времени, чем тестировал, потому что, ну, чтобы это было весело, надо посидеть, попотеть. Вот. В общем, наверное, на этом, я думаю, запись видео закончу. Всем хорошего дня и пока-пока.